Привет, друзья! Вы на канале NeExpert, и сегодня у нас на обзоре кое-что особенное для всех, кто ценит качественную картинку на экране. Мы взяли на себя задачу исследовать и протестировать лучшие мониторы от Samsung 2024 года, чтобы поделиться с вами нашим топом моделей. Если вы хотите сделать свою работу или развлечение еще приятнее, этот выпуск для вас. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. Нам будет очень приятно. Наш рейтинг мы собрали исключительно исходя из диагоналей мониторов, чтобы каждый смог найти что-то подходящее для своих нужд. Ну что, поехали! 8 место. Samsung SR35 S24 R358 FZI. 24-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, безрамочный экран с трех сторон и изящная Y-образная подставка делают его стильным и аккуратным дополнением любого рабочего стола. IPS-матрица обеспечивает яркие и насыщенные цвета с широкими углами обзора. Цветопередача почти полностью покрывает цветовое пространство sRGB, так что монитор отлично подходит для работы с графикой и фото. Из коробки он уже настроен на оптимальные параметры. Это сэкономит ваше время на калибровку. Функция iSave Mode и Flicker Free уменьшают нагрузку на глаза, снижая мерцание и синее свечение экрана. Удобно для длительных рабочих сессий или игр. Игровые возможности монитора включают поддержку AMD FreeSync и частоту обновления 75 Гц. Хотя это не топовый игровой монитор, для большинства любителей игр он вполне подойдет. Однако в быстрых сценах может быть заметно небольшое размытие, что ожидаемо для моделей этой ценовой категории. Подключение к устройствам осуществляется через HDMI и VGA-порты, позволяя легко использовать его как с современными, так и со старыми устройствами. Встроенных динамиков и DisplayPort тут нет. Монитор можно крепить на стену, но есть нюанс. Схема отверстий может не совпадать с более старыми креплениями и может вызвать неудобства при установке нескольких мониторов на одном. В целом, отличный выбор для тех, кто ищет бюджетный и качественный монитор для повседневных задач. Подходит для работы, учебы и игр, если не требуются сверхвысокие игровые характеристики. Для тех, кому важны дополнительные порты или встроенные динамики, возможно, стоит рассмотреть другие модели. Но если главное – это хорошее изображение и удобство использования, то этот монитор точно заслуживает внимания. 7 место. Samsung S24 R350 FZI. Этот 24-дюймовый IPS-дисплей уже привлек внимание многих благодаря своей доступной цене и хорошим характеристикам. Но действительно ли он стоит своих денег? Давайте разберемся. Начнем с дисплея. Монитор оснащен 23,8-дюймовой IPS-матрицей с разрешением Full HD. Максимальная яркость экрана составляет 250 кандел на метр квадратный, чего вполне достаточно для комфортной работы в помещении. Частота обновления составляет 75 Гц, а время отклика 5 миллисекунд GTG, обеспечивая плавное отображение, если вы играете в легкие игры или выполняете обычные задачи. Цветопередача у этого монитора на высоте. Он охватывает около 98% цветового пространства sRGB, гарантируя яркие и точные цвета. Что касается дизайна, монитор выглядит очень современно благодаря тонким рамкам с трех сторон. Подставка, правда, базовая и позволяет только наклонять экран, но для большинства пользователей этого будет достаточно. Если вам нужна большая гибкость, всегда можно воспользоваться весокреплением для установки на стену или альтернативной подставкой. Подключения у данной модели минимальные. Один порт HDMI 1.4 и один VGA. Да, возможно, кому-то не хватит дополнительных портов вроде DisplayPort или нескольких HDMI, но для большинства базовых нужд этого достаточно. Функционально этот монитор тоже не разочарует. В нем есть несколько полезных функций, таких как Samsung Magic Bright с различными режимами для разных типов контента, режимы iSave, уменьшающие излучение синего цвета, и технология Flicker Free, которая снижает мерцание экрана. Кроме того, поддерживается AMD FreeSync, которая делает игру еще более плавной за счет устранения разрывов изображения. Из минусов также стоит отметить отсутствие встроенных динамиков, поэтому вам придется использовать внешние колонки или наушники. На 6-м месте располагается Samsung F24 T450GY. Монитор с разрешением 1920 на 1200 предлагает больше вертикального пространства по сравнению с обычными 1080p экранами.
Благодаря IPS-матрице у него широкие углы обзора в 178 градусов, обеспечивающие стабильность цветов и четкость изображения под любым углом. Он идет с подставкой, которая позволяет регулировать высоту, наклон и поворот, улучшая его эргономику. Вы сможете настроить его так, как вам удобно. Также есть режим защиты глаз iSave Mode и технология устранения мерцания Flicker Free, которые снижают уровень синего цвета и мерцания экрана, уменьшая усталость глаз при длительной работе. Монитор оснащен разнообразными портами, включая HDMI, DisplayPort, DVI и несколько USB-портов, обеспечивая гибкость подключения различных устройств. Однако яркость экрана всего 250 кандел на квадратный метр не является самым высоким показателем. В очень ярко освещенных помещениях вам может не хватить яркости. Монитор не поддерживает HDR, а это значит, что вы не получите улучшенный контраст и цветовой диапазон, которые важны для высококачественного мультимедийного контента или игр. Цветовой охват монитора покрывает только 72% спектра NTSC. Этого достаточно для общего использования, но может не хватить для профессиональной работы с фото и видео. Максимальная частота обновления 75 Гц и время отклика 5 миллисекунд являются стандартными средними показателями, но не делают его идеальным выбором для соревновательных игр. Если вы любите игры на высоком уровне, вам, возможно, понадобится монитор с более высокой частотой обновления и меньшим временем отклика. Встроенные динамики предоставляют базовое аудио, но для качественного звука вам все равно понадобятся внешние колонки или наушники. Samsung F24T450GY – это надежный и универсальный монитор для повседневных задач. Его регулируемая подставка и функции защиты глаз делают его особенно удобным для долгих рабочих часов. Однако, если вы увлекаетесь высококлассными играми или требуете профессиональной цветопередачи, вам стоит рассмотреть другие варианты. Пятое место. Samsung S27C360 EAI Black. Выглядит довольно привлекательно с его 27-дюймовым изогнутым экраном и черной отделкой. Этот монитор отлично впишется в любой современный интерьер благодаря своему минималистичному дизайну и аккуратной круглой подставке. Изгиб экрана 1800R обеспечивает более глубокое погружение, особенно при просмотре фильмов или игре. Качество изображения у него тоже на уровне. Матрица VA дает хороший контраст 3000:1, так что черные цвета кажутся действительно глубокими, а остальные яркими. Разрешение у него стандартное 1920 на 1080 и обеспечивает четкое и детализированное изображение. Яркости 250 кандел на метр квадратный достаточно, чтобы работать в хорошо освещенной комнате, хотя в очень ярких условиях может быть не так комфортно. По производительности этот монитор не отстает. Время отклика 4 миллисекунды и частота обновления 75 Гц с поддержкой AMD FreeSync делают его хорошим выбором для игр. Экран плавный и без раздражающих разрывов изображения. Правда, если вы профессиональный геймер, частота 75 Гц может показаться вам немного низкой по сравнению с более продвинутыми моделями. Функций у этого монитора тоже хватает. Режим iSave и технология Flicker Free снижают нагрузку на глаза при длительном использовании, делая его отличным выбором для тех, кто проводит много времени за компьютером. А функция EcoSaving Plus помогает экономить энергию, что приятно сказывается на счетах за электричество. В плане подключения здесь все стандартно. Один порт HDMI 1.4 и один DSAP. Есть и приятный бонус в виде разъема для наушников. Жаль, конечно, что нет USB-портов. Это добавило бы удобства. Многие пользователи говорят, что монитор требует калибровки для достижения наилучших результатов, но в целом на картинку жалоб не замечено. Качество сборки тоже на уровне. Он прочный и стильный, хотя отсутствие регулировки по высоте может быть неудобным. Четвертое место, и здесь располагается Samsung S27B610 EQI. Представленная модель может стать отличным дополнением к вашему рабочему месту или игровой зоне. Давайте разберем, что в нем особенного и на что стоит обратить внимание.
Монитор оснащен 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560 на 1440 QHD, которая дает четкое и детализированное изображение. Яркость составляет 300 кандел на метр квадратный, а контрастность 1000 к 1, обеспечивая отличную видимость и насыщенные цвета. Охват 99% цветового пространства sRGB делает этот монитор отличным выбором для задач, требующих точности цветопередачи, например, редактирования фото или видео. С частотой обновления 75 Гц и временем отклика 5 миллисекунд монитор обеспечивает плавное изображение без задержек и размытия. Поддержка технологии AMD FreeSync помогает избавиться от разрывов экрана, особенно важный аспект для игр и просмотра видео. Режим iSave и технология Flicker Free снижают нагрузку на глаза, позволяя комфортно работать или играть длительное время без усталости. Монитор обладает эргономичным дизайном с регулируемой по высоте подставкой, возможностью поворота и наклона. Также он совместим с креплением веса, позволяя легко монтировать его на стену и экономить место на рабочем столе. Два порта HDMI 1.4 и один DisplayPort 1.2 обеспечивают гибкость при подключении различных устройств, однако отсутствие USB-портов и встроенных динамиков может стать минусом. Монитор потребляет около 32 Вт в стандартном режиме и до 35 при максимальной нагрузке, делая его достаточно экономичным. В сочетании с функциями экономии энергии это помогает снизить затраты на электричество. Третье место нашего рейтинга занимает Samsung Odyssey G5S27CG550EI. Для начала поговорим о дисплее. Odyssey G5 имеет 27-дюймовый экран с изгибом 1000R. Что это значит? По сути, это соответствует изгибу человеческого глаза, обеспечивая более захватывающий опыт, особенно при игре или просмотре фильмов. Активный размер экрана составляет 596,736 мм на 335,664 мм и дает достаточно пространства для работы. Монитор оснащен VA-панелью, которая известна своими отличными коэффициентами контрастности и глубокими черными цветами. Говоря о контрасте, этот монитор имеет статическую контрастность 2500 к 1, довольно впечатляет. В сочетании с пиковой яркостью 300 кандел на метр квадратный и минимальной яркостью 200 кандел на метр квадратный получается экран, который хорошо работает при различных условиях освещения. Разрешение у Odyssey G5 QHD 2560 на 1440. Это золотая середина для геймеров и профессионалов, предлагающая отличное соотношение четкости и производительности. И если вы любите быстрые игры, вам понравится частота обновления 165 Гц и время отклика 1 миллисекунда. Эти характеристики обеспечивают плавный геймплей с минимальным размытием, важные моменты для соревновательных игр. Монитор также поддерживает HDR10, улучшая восприятие цвета и контраста, хотя следует отметить, что это не HDR10+. С точки зрения подключения, Odyssey G5 довольно прост. Он включает один DisplayPort 1.2 и один HDMI 2.0. Также имеется разъем для наушников, и это все. Нет USB-портов, встроенных динамиков или беспроводных подключений. Это может быть недостатком, если вы ищете более универсальную настройку. Однако, что ему не хватает в плане подключения, он компенсирует несколькими полезными функциями. Он поддерживает FreeSync для уменьшения разрывов экрана и рывков, опять же являющимся большим плюсом для геймеров. Кроме того, он включает режим защиты глаз iSave Mode и технологию устранения мерцания Flicker Free, которые помогают снизить утомляемость глаз при длительных сессиях. В плане дизайна Odyssey G5 сохраняет простоту и стиль с черным покрытием как на передней, так и на задней панели. Подставка простая, но функциональная, позволяющая регулировать наклон от -2 до 18 градусов. К сожалению, отсутствует возможность регулировки по высоте, поворота и изменения ориентации. Если вам нужна большая гибкость, придется использовать крепление веса. Монитор достаточно энергоэффективен, с типичным энергопотреблением 40 Вт. В режиме ожидания потребление падает до 0,5 Вт, а полностью выключенный до 0,3 Вт. В комплекте поставки вы найдете кабель DisplayPort и силовой кабель. На этом все, ни HDMI кабеля, ни USB-C, так что, возможно, вам потребуется приобрести дополнительные кабели в зависимости от вашей настройки. На втором месте располагается Samsung Odyssey G7 C32G75TQSI.
Данный 32-дюймовый изогнутый монитор обещает погружение в игру благодаря передовым характеристикам и стильному дизайну. Давайте разберем, что делает этот монитор одним из лучших, а где он может уступать. Во-первых, дизайн. Odyssey G7 обладает впечатляющим изгибом экрана 1000R, который соответствует кривизне человеческого глаза, обеспечивая невероятное погружение. Подставка прочная и предлагает широкий диапазон настроек, включая регулировку по высоте, наклон, поворот и изменение ориентации. Однако подставка довольно глубокая и занимает много места на столе. Это может быть недостатком, если у вас ограниченное пространство. Также монитор оснащен 31,5-дюймовой VA-матрицей с разрешением 2560 на 1440, обеспечивающей четкое и детализированное изображение. Частота обновления 240 Гц и время отклика 1 миллисекунда делают его идеальным для динамичных игр, обеспечивая плавное движение и минимальную задержку. G7 также поддерживает VESA Display HDR600, улучшая визуальное восприятие благодаря ярким цветам и глубокому контрасту, особенно в HDR-играх и медиа. Уровни яркости впечатляют. Типичная яркость составляет 350 нит, а пиковая яркость в HDR-режиме достигает 600 нит. Монитор показывает 95% цветового пространства DCI-P3, что эквивалентно примерно 125% sRGB, обеспечивая богатые и точные цвета. Однако некоторые пользователи отметили, что функция локального затемнения не очень эффективна из-за ограниченного числа зон затемнения и может повлиять на общее качество HDR. Геймеры оценят совместимость с G-Sync и поддержку AMD FreeSync Premium Pro, которая помогает устранить разрывы и задержки экрана, обеспечивая более плавный игровой процесс. Монитор имеет низкую задержку ввода и различные игровые режимы, включая Black Equalizer и Virtual Aim Points, делая его еще более привлекательным для соревновательных игр. В плане подключения Odyssey G7 хорошо оснащен. Два входа DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0 порт и двухпортовый USB хаб. Также имеется разъем для наушников 3,5 мм, но встроенных динамиков нет. Экранное меню OSD монитора удобно в использовании и управляется джойстиком под нижней рамкой. Это позволяет легко получить доступ к различным настройкам и игровым функциям. Однако центральное расположение элементов управления OSD может быть неудобным для некоторых пользователей. Первое место. Samsung Odyssey G5 LC34 G55 TWWIXCI. Вот мы и добрались до лидера обзора. Представляем ультраширокий изогнутый монитор, обещающий захватывающий опыт благодаря кривизне 1000R. Стоит ли он своей цены? Давайте разбираться. Начнем с дисплея. Odyssey G5 оснащен 34-дюймовой VA-панелью с разрешением 3440 на 1440, обеспечивая четкое и детализированное изображение. Соотношение сторон 21 к 9 предоставляет дополнительное пространство на экране, идеально подходящее как для игр, так и для работы. Типичная яркость составляет 250 кандел на метр квадратный, а статическая контрастность 2500 к 1 позволяют получить глубокие черные и яркие цвета, хотя он не поддерживает широкий цветовой охват, что может разочаровать некоторых пользователей. Частота обновления 165 Гц и время отклика 1 миллисекунда. Технология FreeSync Premium обеспечивает плавный игровой процесс, уменьшая разрывы и задержки экрана. Однако следует отметить, что адаптивная синхронизация может работать нестабильно при использовании HDMI-порта вместо DisplayPort. Это особенно важно для пользователей видеокарт NVIDIA, так как совместимость с G-Sync может потребовать дополнительных настроек. Теперь о дизайне. Как уже говорилось, кривизна 1000R в Odyssey G5 соответствует естественной кривизне человеческого глаза, обеспечивая захватывающий просмотр, охватывающий все поле зрения. Это может значительно улучшить игровой опыт, делая его более захватывающим. Однако такая агрессивная кривизна может не подходить для всех типов работ, особенно для задач, требующих прямых линий, таких как CAD или некоторые виды графического дизайна. Одним из недостатков является подставка. Она довольно простая и предлагает только регулировку наклона без возможности регулировки высоты, поворота или перехода в портретный режим. Это может не быть критичным для всех, но для тех, кто любит точно настраивать свою рабочую область, это может стать недостатком. Кроме того, у монитора нет встроенных динамиков, USB-портов и некоторых других функций, которые присутствуют у конкурентов в этом ценовом диапазоне.
Что касается производительности, Odyssey G5 справляется с большинством задач хорошо. Он отлично подходит для игр благодаря высокой частоте обновления и быстрому времени отклика. Однако есть некоторые проблемы с размытостью и шлейфами в темных сценах, что является общим недостатком VA-панелей. Это означает, что хотя монитор хорошо работает в ярко освещенных сценах, быстро движущиеся темные объекты могут оставлять небольшой след. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе последних новинок и обзоров. Пусть ваш выбор приведет вас к новым высотам в работе и развлечениях. До встречи в следующих видео!